2 июня 1975 года сотрудники КГБ Советского Союза задержали известного журналиста Александра Мироненко. Коллеги 50-летнего мужчины были шокированы такой новостью. Как ветеран Великой Отечественной войны и автор мемуаров мог оказаться под прицелом спецслужб? Неужели журналист написал что-то не то или стал контрабандистом после того, как его дочь вышла замуж за немца? Правда оказалась намного страшнее самых жутких версий. Подлый предатель Александр Юхновский, сотрудник тайной полевой полиции ГФП-721 Алекс Лютый, примерный семьянин и добропорядочный гражданин Александр Мироненко. Все эти три образа сошлись в одном человеке. В одном из самых жестоких нацистских карателей Великой Отечественной войны, безжалостно уничтожавшим советский народ. Александр Юхновский родился в 1925 году в Украине, в небольшом селе на Волыни. После прихода немцев в Украину отец Александра Юхновского, который был украинским националистом и петлюровским офицером, создал местную полицию и пристроил туда своего 16-летнего сына. Так, осенью 1941 года Александр Юхновский, он же Хлыст, начал свою службу переводчиком в немецкой полиции города Ромны. В апреле 1942 он стал сотрудником тайной полиции ГФП-721, где служил до августа 1944 года. Известно также, что он принимал непосредственное участие в массовых расстрелах и жестоких пытках советских граждан. Задачей тайной полевой полиции была работа с населением. Всех тех, кто был заподозрен в сотрудничестве с Красной армией или кто оказывал сопротивление немцам, подвергали жестоким пыткам и казням. Известно также, что Юхновский лично принимал участие в допросах и был просто настоящим садистом. Тайная полиция также занималась поиском и уничтожением партизан, разведчиков и радисток. Алекс Лютый лично забил до смерти тысячи людей, в число которых входили женщины и дети. Одним из самых страшных мест, где творил свои кровавые дела Юхновский, стала шахта номер 4 БИС «Калиновка», расположенная в Донецкой области. Это место стало большой братской могилой для десятков тысяч мирных жителей. По свидетельствам очевидцев, в эту шахту бросали и живых, и мертвых, прямо на глазах у толп людей. Алекс Лютый, он же Хлыст, всегда старался выслужиться перед своими немецкими хозяевами. Он избивал дубинками, таскал за волосы, забивал ногами всех тех, кто попал в его немилость. Делал это Хлыст с азартом, получая особое удовольствие. В шурф шахты сыпали акустическую соду для уплотнения человеческих тел. Из 365 метров глубины шахты 330 метров были завалены трупами. Ширина шурфа 3 метра. По приблизительным подсчетам, Калиновка стала местом казни 75 тысяч человек. Это самое массовое захоронение людей на планете. Один из свидетелей, задержанный в ходе облавы, вспоминал: «Я просил Сашу, чтобы он не бил меня. Я ему говорил, что я ни в чем не виноват. Даже становился перед ним на колени. Но Саша был неумолим. Он избивал меня с чувством удовольствия и блеском в глазах». Многие очевидцы говорили примерно то же самое. Бежавшего из лагеря и пойманного пленного Алекс Лютый избивал резиновым шлангом, а потом поломал ему все пальцы, рассказывал очевидец. Летом 1943 года Хлыст избил до бессознательного состояния женщину. Потом ее выбросили во двор, а затем куда-то увезли. Много еще можно рассказать о зверствах тайной полевой полиции, и в частности Александра Юхновского. Картины были поистине жуткие. Изверги не жалели ни стариков, ни женщин, ни даже детей. Хлыст был единственным из всех добровольных помощников вермахта, состоявших в ГФП-721, кто был награжден золотой медалью за заслуги для восточных народов. Как вспоминали его сослуживцы, Алекса Лютого боялись все полицаи. Все они беспрекословно выполняли его приказы. Даже те, кто годился ему в отцы, боялись этого человека. На его счету было более 2000 смертей советских граждан.
Летом 1944 года жизнь Алекса Лютого круто изменилась. После освобождения красноармейцами города Ромны начались массовые чистки. Армейцы активно работали над выявлением пособников гитлеровцев. Отца Александра поймали и казнили, а его найти так и не смогли. Тем временем остатки группы тайной полевой полиции ГФП-721 поспешно покидали те земли, где долгое время творили свои кровавые деяния. Юхновский по какой-то причине отстал от обоза. Спустя некоторое время под фамилией Мироненко он явился в военкомат Красной Армии. Чуть позже его опознал красноармеец Шумейко, который знал Юхновского. Хлыст предложил ему пройти к командиру и все выяснить. По дороге он заколол красноармейца Шумейко штык-ножом. В советской армии Мироненко служил с сентября 1944 по октябрь 1951 года. Он был командиром отделения, помощником командира взвода в разведроте, начальником канцелярии мотоциклетного батальона, затем писарем штаба 191-й стрелковой и 8-й гвардейской механизированной дивизии. За службу в Красной армии Александр Мироненко был награжден медалью за отвагу, медалями за взятие Кенигсберга, Варшавы и Берлина. По воспоминаниям его сослуживцев, он был очень храбрым и хладнокровным солдатом. Мироненко работал в редакции газеты «Советская армия», печатая статьи и стихи. За время службы в политуправлении бывший каратель получил многочисленные благодарности. Причем, по иронии судьбы, за выступления и публицистику, разоблачавшие фашизм. В 1946 году 21-летний Мироненко вступил в комсомол. Его избрали в местное бюро ВЛКСМ. Он писал статьи в газеты, где прославлял советских солдат и осуждал фашизм. После демобилизации Александр вместе с женой переехали в Москву. Благодаря невероятному таланту в области журналистики, владея русским, украинским, польским и немецким языком, Мироненко сделал себе замечательную карьеру, став главным редактором газеты «Красный воин». По одной из версий, его разоблачила его же жертва. Уроженка Кадиевки, в которой когда-то Алекс Лютый сотворил множество своих кровавых преступлений. Вера Кравец совершенно случайно столкнулась с ним лицом к лицу в Москве. Она вспомнила, как он избивал и пытал ее, а затем бросил в шурф шахты. Женщина отправилась в КГБ и все там рассказала. В результате этого были пересмотрены архивные документы и возбуждено уголовное дело. По другой из версий, Мироненко был выдвинут в партийную комиссию издательства. Для этого нужно было документально подтвердить получение Ордена Славы, о котором он везде заявлял. Однако это сделать Мироненко не смог. Проведенная проверка показала нестыковки в изложенных им двух версиях его автобиографии. В одной он писал, что служил в Красной армии с начала войны, в другой, что до 1944 года проживал в оккупации на Украине. Членам парторганизации это показалось подозрительным. Тем более, что впервые нестыковки в биографии фигуранта были замечены еще в 1959 году. Из министерства наверх был послан соответствующий запрос. Оперативные работники просматривали массу отрывочных свидетельств, мимолетных упоминаний, случайных оговорок, отбирая необходимые факты. И довольно быстро единство журналиста и карателя стало следственной гипотезой, а затем основанием для возбуждения уголовного дела. Александра Юхновского-Мироненко арестовали. Сидя в Лефортово, он пытался выдумать новую историю в свое оправдание. Но проверка фактов ее опровергла. Вскоре Алекс Лютый раскололся и признался во всех своих зверствах. Сидя в следственном изоляторе, он писал в записках: «Я служил и работал как мог». Узнав о том, что раньше творил любящий муж и заботливый отец, жена и дочь отреклись от Мироненко и уехали. Хлыст до последнего момента надеялся на помилование. Каратель считал, что его доблестная армейская служба и послевоенные заслуги спишут все грехи. Но суд решил иначе. 23 июня 1977 года 52-летний жестокий предатель и убийца Александр Юхновский по кличке Хлыст
он же ветеран войны и журналист Александр Мироненко, был расстрелян. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!